Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами будем разбирать американского психопата. Это не фильм «Американский психопат». Я его как раз хотела разобрать, но у нас есть с вами настоящий американский психопат под кодовым названием Пи Диди. И сегодня мы с вами разберем его личность. Итак, поехали! Медленно капала кровь от изъянов твоих. Я проявлю любовь. Я, правда, действительно хотела разобрать фильм «Американский психопат», но так уж получилось, что мы сейчас, весь мир, да, стал свидетелем реальных событий с американским психопатом, неким Пи Диди, вокруг которого сейчас поднялась вот такая вот шумиха, и обвиняют его и в убийствах, и в педофилии, и в распространении наркотиков, и в жестоком отношении там, к женщинам, и в сексуальном насилии. И мы сейчас с вами постараемся разобрать его не с точки зрения совершенных преступлений, а с точки зрения его психологического, да, внутреннего личностного устройства. Что это вообще за человек? Ну и, конечно, я сегодня провела такое вот исследование, да, расследование свое собственное. Пыталась найти что-то из детства, потому что вот такой вот человек, действительно, это антисоциальное расстройство личности у этого товарища. И очень важно понять, как проходило детство. Откуда вообще вот такая поломанная личность получилась. Я нашла очень маленькие данные, совсем очень мало написано про его детство. Он 69-го года рождения, ему 54 года. Родился он в Гарлеме, да, это очень неблагополучный район Нью-Йорка. Родился вспыльчивым, да, вот данные такие есть, родился вспыльчивым, в детстве получил свое прозвище за то, что всегда пыхтел и всегда злился. Ну, первое, что вы, давайте прям потихонечку будем смотреть, что мы из этого можем уже с вами понять. Всегда злился, всегда пыхтел. Конечно, у него внутренние импульсы, да, потому что это психопат, который не понимает, не может вербализировать свои аффекты. И он пыхтит и злится, потому что действительно внутри ему плохо. Да, он все время живет в соматике, в такой, да, физиологическом ужасном состоянии и не может сам свои импульсы успокаивать, не может сам быть контролером своих внутренних вот этих вот ощущений. И что он сам про себя говорил, что у меня всегда был вспыльчивый характер, вот почему мой друг начал называть меня Паффи, да. И про родителей. Отец его был наркоторговцем, да, пишет это в Википедии, работал на гарлемского вора в законе и был убит в 1972 году в возрасте 33 лет. И самому этому Компсу тогда было 3 года. И я себе вот написала то, что мы сейчас с вами будем разбирать, из вот всей информации, которая есть о нем в интернете. Что я могу сказать? 3 года. 3 года возраст – это так называемая фаллическая стадия психосексуального развития. Это прохождение эдипового комплекса, это сепарация от матери, это идентификация с отцом, это приобретение своей собственной гендерной идентичности, это выбор сексуального объекта. Что мы имеем? Да? Эдипов комплекс, конечно же, не пройден. Идентификация осталась с матерью, детская сексуальность, да, выбор объекта частичного, то, что я вам рассказывала уже про фетиши, да, и всякие разные перверсии и парафилии, извращения, либидо к частичным объектам, психика расщепленная на «я хороший, все плохие», непонимание того, кто ты есть внутри, отсутствие внутреннего диалога с собой, проекция своей внутренней ничтожности, неумение держать вот эти импульсы наружу, да, то, что я вам даже в прошлом видео рассказывала, контроль психопата, весь мир окружающий становится его психическим пространством. И выбор партнера для контроля тоже, сейчас вот мы с вами все это посмотрим.
Дальше. Сексуализация детская, да, естественная фаллическая стадия, ни до какой генитальной стадии он не дошел, ни женщины, ни другие объекты, да, сейчас про мужчин тоже поговорим. В общем-то, женщины его как женщины, сексуальные объекты никаким образом не привлекали. Нарциссизм, да, присутствует, конечно же, сейчас тоже об этом поговорим. Поиск любви к мальчикам-подросткам, откуда педофилия, идентификация с матерью, любовь к маленьким мальчикам, да, к подросткам, это вот такой перенос любви к себе, да, то есть в данном случае он становится такой вот матерью, да, где-то у себя в голове, и любовь вот эта вот невыраженная к второй своей части, да, к ребенку. Вот отсюда идет у нас педофилия, сейчас тоже поговорим. При этом ненависть к матери, да, потому что сепарация не произошла, и выплеск ненависти на женщин, желание контролировать угрожающие объекты, да, потому что контроль он осуществлял над женщинами. Плюс к этому аутоэротизм, да, прослеживается, это мастурбация на вид занимающихся сексом людей на видеопленке, которые он хранил у себя дома. Некрофилия у него присутствует, потому что очень многие жертвы рассказывают о том, что занимался он с ними сексом в состоянии либо алкогольного, либо наркотического опьянения. То есть это вот такой вот фетиш к обездвиженным объектам. Почему? Потому что женщины должны были для него быть мертвыми, да, это вот некрофилия, когда объект обездвижен, создают ему ощущение безопасности для того, чтобы он мог совершать свои вот эти вот сексуализированные действия. И, естественно, все защиты, которые у него были, да, от его психопатических импульсов, они точно так же вместе с детской вот этой вот травмой были сексуализированы из-за того, что психика не сформирована, не разделена, вот это вот стремление к самосохранению и к сексуализации, да, вот это вот стремление к сексу. Почему импульсы изнутри выходят, да, чувствуется какое-то ужасное ощущение, от которого он бежал с помощью наркотиков, алкоголя и так далее. И все это выражалось в бесконечном сексе. Да? То есть удовольствия, конечно, от секса он никакого не получал, он просто пытался убрать вот это вот свое внутреннее жуткое ощущение. И вот сейчас мы с вами дальше почитаем все, что я нашла про его вот эти проявления. Ну, во-первых, на протяжении многих лет Компс оплакивал потерю отца. То есть для него это была психологическая травма. Когда ребенок в 3 года теряет одного из родителей, ощущение для психики, что родитель его предал, и он его бросил. То есть смерть родителя все равно ощущается как такое некое предательство. Но это все вот подсознательная такая история. Но он говорил об отце, что даже если мы не знаем своих родителей, в нас все еще течет их ДНК, у нас их гены. И у меня его менталитет, его дух, его драйв, его решительность и его чванство. То есть вот это вот подсознательное желание все равно идентифицироваться с этим отцом. Когда мать привезла свою семью, вот эта мать Дженнис, из Гарлема в пригород Маунт-Верон, Компс оказался в 2 разных мирах. Да, вот я нашла в одной статье. В одном из них он был защитником в футбольной команде в своей католической школе для мальчиков, а в другом он ездил на поезде в город, погружаясь в его развивающуюся хип-хоп сцену. Что такое ребенок растет в неблагополучном районе? Да? Что такое, когда он видит другой мир? Возникает зависть. Что такое зависть? Зависть – это желание иметь этот объект, либо его разрушить. Я вам делала видео уже о любви и зависти, о любви и ненависти. И там, где присутствует ненависть, там места любви нет. Вот этот аффект ненависти, который у него зародился в детстве к своей жизни, к тому, что его бросил отец, к тому вот такой неблагополучной семье,
он его нес, вот и несет до сих пор. То есть неважно, сколько он заработал денег, неважно, какой он приобрел славу, неважно, какой он приобрел авторитет. Внутри он остался маленьким, ущербным, недоразвитым, ни сексуально, ни психологически мальчиком. И ни деньги, ни слава, опять же, ни власть не могли заткнуть его вот эту вот внутреннюю дыру, ощущение того, что он не знает, кто он, какой он, поэтому нужно было налепить на себя там кучу золота, бренды. Женщины для него были таким же аксессуаром, а мальчики были для него вот таким вот объектом, вроде как бы любви и воплощением себя. Ну и понятно, что, как и у всех психопатов, нарциссов, наркотики, алкоголь, опасные какие-то занятия, да, преступность, убийство, все это дает им ощущение некой жизни, да, по-другому они себя чувствуют мертвыми. Если вы посмотрите на его фотографии, внимательно присмотритесь к его лицу, лицо детское, да, то есть видно, что это вроде взрослый дядька, но это такой вот маленький, злой, абсолютно злой ребенок с пустыми глазами. Если ему, я не знаю, кто-то там, они будут проводить ему экспертизу какую-то психиатрическую, там наверняка миндалина вообще уменьшена, да, то есть эмпатии никакой нет, лобные доли 100% не развиты. Сейчас я нашла свидетельство о том, что его считали даже туповатым, глуповатым, но при этом вот это чувство власти, чувство безнаказанности и самое главное, что чувство Бога, да, то есть он себя считал Богом. Я хочу убью, хочу изнасилую, хочу выброшу, там, да, все что угодно я буду делать, потому что мне равных нет. Опять же, это расщепленная психика, где нет середины, да, то есть один край это Гарлем, да, это вот эта вот ущербная жизнь, в которой он жил, а второй край это небеса. И мы с вами об этом тоже сейчас поговорим. Что дальше вот я нашла интересного, что почувствовав вкус знаменитости в Ховард, да, где он учился, он там начинал уже свою первую музыкальную карьеру, Комсу захотелось большего. Он был одержим стремлением пробиться в музыкальную индустрию. Конечно же, зависть к другим знаменитостям, вот это вот желание, это не то желание, да, когда какой-то творческий потенциал, творческий талант, и человек идет действительно занимаясь любимым делом. Нет, это все было завязано на том, чтобы максимально лезть по трупам наверх и получить какую-то власть. И по мере того, как звезда Комса восходила, его хищнические инстинкты проявлялись, и согласно иску о сексуальном насилии, первому, да, который я нашла, поданному Джой Дикерсон-Нил в ноябре прошлого года, Дикерсон-Нил рассказывала, что она снималась в музыкальном клипе в 1990 году, и вот эта Дикерсон-Нил рассказывает, что она неохотно согласилась на ужин с Комсом в январе 1991 года. Тогда она была как раз студенткой колледжа и оплачивала учебу работы в ресторане. Опасаясь оставаться с ним наедине, она попросила поужинать там, где она работала, и она утверждала, что Комс подсыпал ей что-то в напиток, когда была в туалете. Для чего он подсыпал в напиток, что-то в напиток женщинам? И дальше это все будет продолжаться с этими напитками. Ну, во-первых, это чувство неполноценности, да, то есть вот это ощущение боязни отказа. И при этом желание получить то, что я хочу, да, вот это вот, когда мы говорим про нарциссов и психопатов, это то самое чувство права. Я не буду там за тобой ухаживать, я не буду ждать от тебя отказа, да, вдруг откажется, я просто тебя превращу в овощ, да, почему вот это вот здесь прослеживается та самая некрофилия. Некрофилия – это желание заниматься сексом, или вернее не то, что желание, а это возможность заниматься сексом только с тем объектом, который тебе
не даст отпор, который тебя не пошлет куда подальше. Поэтому, конечно же, женщинам ему приходилось подсыпать вот эту наркотик или что он там подсыпал им туда в напитки. И она говорит, что вскоре ноги ее стали резиновыми, и Комс изнасиловал ее в соседнем доме. То есть ему нужно было, чтобы она не сопротивлялась. Также она утверждает, что Комс заснял нападение и показал видео другим как трофей. Вот здесь очень важно, смотрите, заснял это нападение и показал как трофей. Кто из мужчин будет показывать видео как трофей? И вообще, что это, собственно говоря, за трофей? Он что, единственный в мире мужчина, который занимался сексом с женщиной? Да, и поэтому, слушай, я был на Луне, я сейчас тебе принесу съемки, да, или там с Марса. Нет, ощущение внутренней неполноценности, возможно, над ним там как-то смеялись, возможно, у него проблемы вообще какие-то в сексуальной сфере. И вот это подтверждение того, что у меня был, смотри, я заснял, у меня был секс с женщиной, ему, конечно же, вот, был очень нужен. Это получается 91 год, ему 22 года, да, то есть 22 года, это уже такой достаточно зрелый мужчина, это не подросток 14-летний, у меня был секс с женщиной живой, а здесь вот понятно, что что-то у него было с сексуальностью однозначно не в порядке. Дальше. Лайза Гарднер утверждает, что когда ей было 16 лет, в 90-м году, они с подругой познакомились с Комсом и певцом-песенником Uptown Аароном Холлом на мероприятии MCA Records в Манхэттене. Гарднер утверждает, что мужчины были кокетливы, угощали девушек напитками и приглашали их в резиденцию Холла на автопати. И дальше она рассказывает, что Комс предложил ей еще алкоголя в доме и принудил к сексу, несмотря на ее протесты. То есть такая же, да, копинговая стратегия. Женщину нужно напоить и использовать ее как насадку на свой член, да, потому что, конечно же, это аутоэротичный нарцисс. Пока она была травмирована, да, после того, как он практически ее изнасиловал и шокирована, пыталась одеться. Холл якобы ворвался в комнату, прижал ее к земле и тоже изнасиловал. Второй такой же придурок, который точно так же не может иметь секса с нормальной женщиной. То есть его возбуждает не женщина, не груди ее, да, там, не задница, а просто само ощущение жертвы, что жертва не может дать отпор, да, ну маньяки все так действуют, да, по этому типу, то есть надо убить, а потом какие-то сексуальные действия над ней совершать. И дальше Гарднер утверждает, что разгневанный Комс позже появился и начал ее душить, пока она не потеряла сознание, да, про вот это вот желание удушить, уничтожить плохой объект, который, ну, он с ней занялся сексом, да, импульсы он в итоге своей вот этой сексуализации не погасил, и вот эта вот ненависть внутренняя к женщине, а я уже вам рассказывала, что ненависть к женщине – это ненависть к первичному объекту, да, вот этих первых объектных отношений, это к матери, и желание ее убить, потому что сепарации с матерью не произошло, он находится с ней вот в этом вот психическом пространстве, ему кажется, что эта мать ему доставляет вот эти внутренние вообще жуткие ощущения, чтобы избавиться от них, нужно просто ее задушить и, знаете, как комара прихлопнуть, чтобы он тебя не кусал. Другие женщины описывали точно так же вот эти ранние инциденты, связанные с его приступами ярости, да, вот эта психопатическая ярость, которая не может никаким образом контролироваться. Я вот вам в прошлом видео тоже об этом рассказывала. Дальше вот бывший ученик, да, который с ним вместе учился, вспоминает, что будущий магнат стучал в окно класса английского языка, чтобы заставить подружку выйти. И она при виде Комса напряглась, и другая ученица вспоминает, что сидящая рядом девушка очень сильно боялась, так как у этого Комса была странная способность контролировать. У кого психологические защиты, да, вот эти примитивные, недоразвитые, контроль, и кого психопаты контролируют. Контролируют они, естественно, свою
психику, но контролирует ее за счет внешнего мира, так как психика находится в расщеплении, и все отрицательные объекты не могут находиться внутри, они все вымещаются наружу, значит, нужно их контролировать, свои вот эти, да, негативные внутренние аффекты нужно контролировать за счет других людей. Вот этот контроль у него был, конечно же, опять же, мы уже здесь можем сказать, что это психопат. Одноклассница, пожелавшая сохранить анонимность из-за страха возмездия, говорит, что ее опасения подтвердились, когда Комс появился возле общежития школы и начал кричать в воинствующей манере, требуя, чтобы девушка вышла наружу. Да, это уже вот следующий случай. Ну и позже он на нее на этой улице напал, и сокурсники говорят, что он вел себя как сумасшедший и избивал ее. Психопат, который прибегает, ему внутри что-то плохо, ему нужно кого-то избить, убить и каким-то образом заглушить вот эти вот болезненные ощущения своей мертвости внутри, да, вот эти свои аффекты. Он кричал и вопил, и вел себя как сумасшедший, пока она не спустилась. Да, это следующий случай уже рассказывает другой студент из Ховарда, ставший свидетелем нападения. И когда девушка спустилась вниз, Комс использовал что-то похожее на ремень, чтобы бить молодую женщину. И выступая на условиях анонимности из-за деликатного характера инцидента, свидетель сказал, что Комс выглядел очень злым и кричал во всю глотку. То есть вот эти вот проявления у него начались в юношеском возрасте, агрессия и желание погасить свои импульсы за счет женщин, за счет избиения этих женщин. Да, я вот сейчас буду бить то, что у меня внутри плохо. Что еще о нем пишут? Что раздутое эго Комса, его чрезмерное мнение и макиавеллистские интриги стали проблемой для всех его сверстников. То есть вот проявления как раз говорят, что вот такой пик, да, психопатии проявления начинается с 20 лет, когда уже действительно вот эти вот аффекты внутренние нарастающие не дают никакого уже спокойствия, да, внутреннего. Дальше. Эйприл Лампрос утверждала, что Комс заставил ее заниматься с ней оральным сексом в середине 90-х годов. И она рассказывала, что в иске, поданном в мае, она утверждает, что Комс напал на нее в гараже, заставил ее встать на колени и заняться с ним оральным сексом. И это было одно из 4 ужасающих сексуальных нападений, которые, по ее словам, она пережила во время своего знакомства с этим товарищем. То есть в нормальном сексом, опять же говоря, заниматься он не мог, да, человеческим. Вот та самая генитальная сексуальность не развита. Возбуждения от женщины нет никакого, только через вот эти вот сексуализированные механизмы защиты самосохранения. Мне нужно самосохраниться, я должен сейчас срочно кого-то отловить и вот так вот сексуализированно себя каким-то образом успокоить. Но по мере того, как он набирал популярность, все сотрудники вот его компании Bad Boy умалчивали о поступках Комса. Кто-то из-за преданности, да, из такой вот мнимой, кто-то из-за страха, а кто-то из-за убеждения, да, потому что, может быть, не был свидетелем очень часто, что такие случаи были редкие. И на заре нового тысячелетия Комс, его артисты, уже поднялись, да, то есть хип-хоп вступил в эпоху уже некого блеска, и он начал уже, то есть вот себя проявлять в светском обществе. Начал носить дизайнерские одежды, покупать яхты, украшать себя бриллиантами, наполнял свои вот эти вот высокобюджетные видеоролики подобострастными женщинами и помпезной пиротехникой, да, в какой-то статье нашла. То есть такое здесь уже проявление, опять же, грандиозного такого нарциссизма, чтобы
показать, что миру, что я не ущербный, я не тот маленький мальчик из Гарлема, но, опять же, вот несмотря на то, что он окружал себя вот этой вот свитой, богатством, внутри он не мог убежать, внутри все равно сидел вот этот маленький, ущербный, недолюбленный психопатик вот этот, да, который совершенно не развился психологически. И можно купить 48 яхт, можно купить 100 самолетов, можно засунуть себе во все места бриллианты размером с яйцо, но от себя убежать невозможно. И чтобы вот пытаться убить себя внутри, вот такого вот ущербного и убогого, еще раз вам повторяю, психопата нужно убивать вокруг всех, да, убивать и издеваться. И вот еще одну нашла такую цитату. В нем был определенный нарциссизм, отношение к женщинам как к объектам, да, понятно, что как к объектам это, если уж некрофилия, это такая дегуманизация, это просто ну, такой красивый аксессуар, просто какая-то ходит такая полурезиновая баба, которая мне создает ну, такой вот некий интерьерный или там экстерьерный антураж. Он всегда был на грани срыва, люди делали все, что он говорил, чтобы сохранить его расположение. Он часто выставлял на показ свои сексуальные контакты, даже если рядом были несовершеннолетние. Ну и вот опять возвращаясь, зачем взрослому мужику выставлять на показ свои сексуальные контакты? Потому что внутри ущербность, потому что внутри ему кажется, то есть это такой эксгибиционизм определенный. Зачем и как появляется эксгибиционизм? Он также появляется на стадии Эдипа. Вот Зигмунд Фройд писал о таком вот... Ну, это психоаналитический такой термин, да, такой вот некая аллегория о страхе кастрации, да, когда у тебя отнимут твой пенис, когда детская недоразвитая сексуальность, там мальчик видит, что у девочки этого пениса нет и понимает, что это вот такая вот какая-то некая дорогая вещь, которую вот нужно очень сильно беречь и ей гордиться, да, ходить ее показывать, а смотри, что у меня есть. И в дальнейшем, когда психика не развивается, когда сексуальность остается такой детской, взрослый дядька все время будет показывать всем, смотри, я вот с женщиной, а вот смотри, я еще там с мальчиком, да, смотри, я вот еще тут с 3 женщинами. И вот это вот ощущение своей неполноценности, конечно, у него было, да, иначе, но нафига, да, люди сексом занимаются для удовольствия, такая интимная история, да, она такая очень эмоциональная, очень близкая, а здесь вот всем показать свой сексуальный контакт, снять на камеру, смотрите, смотрите, ребята, я не импотент, смотрите, я уже взрослый дядя, у меня есть пиписька, я умею ее куда-то там засовывать, вот до такой степени. И я нашла еще цитату вот Ашера, который писал, что Пав познакомил меня с совершенно другим миром, в частности с сексом, и вокруг всегда были девушки, где бы вы ни открывали дверь, вы видели, как кто-то это делает, или несколько человек в комнате устраивают оргию, да, все время мало, вот это ощущение, что я уже не могу, мне уже с 2 не торкает, да, вот когда я вам рассказывала про вообще вот эти сексуальные истории с психопатами, нет предела совершенству. Это такая же наркомания, да, никакого удовольствия нет, просто лишь бы было не хреново мне, да, а мне уже от 2 меня не торкает, мне все равно хреново, я уже тут автобус этих телок привез, все равно хреново, мне, может быть, надо, я не знаю, там, пускай они теперь передо мной этим сексом занимаются, да, пускай они теперь голые там пляшут, там, еще что-то делает, но вот этого вот ощущения, которое прикрывает, да, немножко уменьшает внутреннее вот ощущение ничтожности, его все время мало, нужно его добавлять. Дальше нашла вот еще одну, Кристал Маккини, которая выступала на шоу Шона Джона в 2003 году, утверждает, что Компс заставлял с ней также заниматься оральным сексом.
Подпитываясь своей славой и властью, Компс, казалось, еще больше подталкивал и развивал свои самые отвратительные порывы. Модель Кристал Маккини была сфотографирована во время показа мод Шона Джона в феврале 2003 года. Несколько часов спустя, по словам Маккини, Компс сказал, что она вела себя слишком напряженно и оказал на нее давление, затем заставил ее заняться с ним оральным сексом, несмотря на ее сопротивление. Та ночь подвергла Маккини в депрессию, которая, по словам, привела к попытке самоубийства. И вот ее цитата: «У меня было намечено целое будущее в модельном бизнесе, которое было у меня украдено. Подвергаться сексуальному насилию и иметь возможности обратиться за помощью – это больно», рассказывает Маккини. «Я чувствовала, что я умираю каждый день, потому что у меня не было сил заявить, да, об этом преступлении. Я надеюсь, что, высказываясь сейчас, я смогу помочь другим выжившим выступить и добиться справедливости». Вот действительно, насколько он вел себя неадекватно, насколько у него была сильна власть, и вот это ощущение того, что он сумасшедший, да, он ничего не боится, он ничем не поступится, и люди действительно молчали, да, то есть никакой защиты, люди были пешки. И что это, конечно же, расслабляет. Вспомните Бишимбаева, да, по факту, если кто смотрел вот это вот видео, где он бедную свою вот эту девушку Кэсси долбит в отеле, таскает за волосы, и плюс вот это чувство Бога, да, что я могу вершить судьбы. Я не тот маленький убогий уродец, да, который у меня сидит внутри, я от него бегу, я хочу его прихлопнуть, я хочу вот руководить судьбами других людей. Дальше, вскоре после этого, весной уже, да, между осенью и весной 2003 года, однажды вечером 17-летняя девушка гуляла с друзьями в баре в районе Детройта, когда к ней подошел мужчина в костюме и предположительно представился лучшим другом Компса. Мужчина якобы мужчине позвонил Компс и разрешил, значит, этот мужчина разрешил девушке поговорить напрямую со знаменитым продюсером, который был вдвое старше ее, и они ее пригласили к себе на резиденцию. Ее убедили сесть на частный самолет и совершить 2-часовой перелет в штат Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка, чтобы лично встретиться с Компсом. Для того, чтобы подтвердить утверждение этой женщины, к иску были приложены фотографии. Фотографии о том, что в ту ночь она подверглась групповому изнасилованию. Вот денег до хрена, да, ты можешь любую шлюху себе найти, любую проститутку можешь снять, кого угодно. Нет, кайф-то в чем? Жертва, проститутка, она не боится. Проститутка, она деньги отрабатывает, да, для того, чтобы ощущать вот этот вот свою власть, да, вообще эксгибиционизм, вот этот, жертва должна бояться, жертве должно быть плохо. Вот этот вот урод-психопат, он должен видеть, как она страдает, как она напугана, да, как она трясется, какую он власть над ней имеет. И, конечно, вместо того, чтобы найти там, притащить себе там 4 автобуса каких-то элитных проституток, нужно было выловить девушку 17-летнюю, несовершеннолетнюю, привести и группой ее насиловать в этой студии звукозаписи. И опять же, вот что, опять же, да, та же самая история. Женщина утверждает, что мужчины пичкали ее наркотиками, алкоголем до тех пор, пока она не потеряла сознание. И по ее словам, когда она начала терять сознание, Компс отвел ее в ванну, снял с нее юбку, нижнее белье и проник в нее сзади. Позже какой-то некий неназванный нападавший заменил Компса и изнасиловал ее на глазах у Компса. То есть он еще, знаете, они же любят все порно смотреть, да, потому что он аутоэротичный, а он вот сидит здесь такой режиссер своего собственного шоу, такой бог, жертва страдает, ее там кто-то насилует. И дальше заменил этого второго мужчину Пьер и изнасиловал ее тоже. Когда мужчины закончили, она упала на пол в позе эмбриона от мучительной боли, а позже ее вывезли из здания и отправили самолетом обратно в Мичиган. Вот. Все прекрасно, мальчики повеселились.
Наркотики были постоянной частью жизни Компса, это уже Вентура утверждает в своем иске, что он был зависим, смотрите, от рецептурных обезболивающих, да, что он обезболивал? Он обезболивал вот эту вот внутреннюю боль, внутреннюю мертвость свою, вот эти вот, то, что ему давало вот эти вот аффекты, принимал экстази. Дальше она утверждает, что у него были и другие таблетки, и наркотики. И наркотики они всегда были на виду, как леденцы. Также он употреблял алкоголь, кокаин, успокоительные, кетамин, марихуану во время приступов паники. Знаете, что с ним творилось? Что он уже готов был вот это вот все сожрать, перетрахать вообще там пол Америки, лишь бы только убежать от внутреннего вот этого своего хаоса. В 2015 году, выступая по радио, на радиошоу, Компс описал некую сделку, которую он предлагал своим подругам. Если я буду с тобой в отношениях 25% всего твоего времени, ты скажешь: о, чувак, я ненавижу, значит, находиться с тобой, так как ты мне лжешь и изменяешь. Но тогда он сказал, что есть 75% того, что я сделаю тебя самой счастливой женщиной на всем белом свете. Такой комплекс Бога, то есть я единственный могу тебя, то есть остальных там вообще нигде в мире нет. Понятно, что он богатый, да, но не самый, давайте так уже говорить, не самый богатый, не самый красивый, не самый, в общем-то, успешный, есть и покруче его, да, мужики, но только он сделает ее самой, да, вот это черно-белое мышление, вот это все, я тебя самой сделаю счастливой на белом свете, я буду рядом, чтобы поддержать твои мечты, я буду рядом, чтобы обнять тебя, выслушать тебя, я буду рядом, чтобы стать твоим лучшим другом. Вот это сахарное шоу, вот эта маска здравомыслия, вот это вот вранье, вот это вот бредятина вообще психопата. Я обещаю, что ты будешь улыбаться чаще всех, вот всех чаще. И ты знаешь, кто я. Вот что я такое. Я повелитель вселенной. Я прилетел сюда со своей планеты, и я тебя сделаю самой счастливой. Ну и источники сообщают, что Компс никогда не разглашал одно условие сделки, которое предлагалось подписать женщинам. Женщинам не разрешалось уходить. Здесь что? Здесь боязнь быть брошенным. Богатый чувак, который сделает всех счастливыми, увезет на край вселенной, но при этом жутко боится, что его нахер пошлют, да, и дальше поймете, как он преследовал своих жертв, он никого не отпускал, и даже чтобы себя обезопасить, он даже подписывал вот этот документ, что от него уходить нельзя, иначе он опять окажется маленьким мальчиком, которого бросил папа, да, вот это вот ощущение, что меня когда-то бросили, тоже так же сидело у него в голове. Дэмиан Васкес, бывший стажер Bad Boy, говорит, что после того, как Компс и Лопес, например, да, Дженнифер рассталась, а он с ней тоже встречался, Компс разбил лагерь возле студии MTV TRL с плакатами, чтобы вернуть ее. Это вот неважно, кто там, да, неважно, кто психопат. Бишенбаев, просто какой-то там житель маленького городочка, провинции, он будет преследовать жертву, потому что с этой жертвой он с ней только слился, он ей отдал свою плохую часть, над которой он установил контроль, да, он только с ней вот это вот психическое пространство в общее вошел, и вдруг она его бросила. Все, жопа, контроль теряется, он будет ее и лагерь выставлять, он будет все что угодно делать, чтобы ее затащить обратно. Вентура также утверждала, что каждый раз, когда она пряталась от него, да, когда она пыталась уйти
Сеть агентов Компса находили ее и умоляли вернуться, включая исполнительного директора Bad Boy, который угрожал приостановить выпуск ее музыки, если она не ответит на звонки Компса. Ничего не меняется. То есть он психопат, он и, как говорится, везде психопат. И в Африке, и в Америке, и в России, и так далее. И после того, как Вентура ушла от Компса, он изображал из себя образ убитого горем, обиженного человека. То есть вот опять я такой несчастный, как ты можешь со мной так поступить? Посмотрите мой предыдущий выпуск, я разбирала фильм «Возьми мои глаза», как раз как женщина пыталась уйти от психопата. Вот все приемы, ну ничего, то есть ну вот хоть там кто, хоть продюсер, хип-хоппер, кто угодно, но все одно и то же. И вот он, значит, убитый горем, и опять же она пишет, что в реальности он был насильник и лжец. Жена Компса, Ким Портер, умерла от крупозной пневмонии в 2018 году. Она тоже не была исключением его вот этих вот насильственных действий. Их отношения, вот пишет тоже, я нашла цитату, были бурными, согласно двум источникам, которые утверждают, что Компс физически издевался над ней, хотя она ему родила детей, она должна была быть по факту такой некой Мадонной, да, которая вот родила детей, святая, все, больше не трогаю, но так как это психопат, ему без разницы, да, на ком себя контролировать. И я помню, Ким через многое прошла, говорит бывший рэпер Bad Boy Марк Карри. Если вы живете рядом с ним, вы можете увидеть токсичные отношения. Я думаю, что все отношения, которые у него были, и вообще с которыми он сталкивался, были таковыми. И Компс и Портер сошлись впервые в 1994 году и периодически встречались до 2007 года. И она разорвала отношения, когда узнала, что он зачал где-то там на стороне ребенка, когда она была беременна их дочерьми-близняшками. Ну и, конечно же, там были другие измены, в том числе с Лопес, да, но когда Компс при этом, да, никогда не позволял Портер от него уйти. То есть все, кого психопат держит вот в своем поле, все, кто попадают под его контроль, все, что меняется, да, это вот тоже здесь такая же история с обсессивно-компульсивным расстройством, когда мне нужен был порядок, мне нужен, чтобы во внешнем мире моем был контроль и порядок. Ни одна пешка, ни одна вазочка в шкафу, да, ни полотенце, да, вспомните в постели с врагом, да, когда полотенце перевешивалось там, как он бесился. И вот здесь все то же самое. Люди — это такие же вещи, это такие же статуэтки, это такие же вещи, диваны, ковры. Все должно быть на месте, иначе меня это расшатывает. И он по-прежнему звонил 50-60 раз в день, да, вот этой Портер, как будто моя жизнь мне не принадлежала. И он был очень навязчивым, абсолютно навязчивым. Много лет назад ходили слухи, что некоторые руководители Bad Boy также должны были предоставлять, ожидали сексуальных услуг от артисток в обмен на профессиональную карьеру. То есть ты давай там нам это сексуальные услуги, а мы будем выпускать твои музыкальные альбомы. И опять же, я слышала о том, что артисток просили что-то сделать с другими мужчинами, вспоминает один из бывших сотрудников Bad Boy. И им угрожали: мы можем сделать так, что мы разрушим твою карьеру, если ты соберешься куда-то жаловаться. Ну и опять же, вот этот сотрудник говорит, что а куда обращаться? В отдел кадров, что ли, или куда? Ну и, соответственно, если ты хочешь получить работу, то ты туда не пойдешь. И когда в 22 году Компс вышел на сцену Bad Awards в июне 22 года, чтобы получить награду за пожизненные достижения, он был в приподнятом настроении. И, значит, да, проревел он, подчеркивая слова свои триумфальными прыжками. И среди восторженной толпы
которая долго аплодировала ему стоя, были его мать, дети, давние друзья, коллеги по музыкальной индустрии. И после 3 десятилетий неустанной работы, которая превратила его из голодного подростка, стажера в продюсера, импресарио лейбла, уважаемого модельера, бренд-менеджера, Диди, казалось бы, достиг апогея своей карьеры. Да? И что же тебе еще надо, хороняка, как говорится. И он закрыл глаза, несколько раз поблагодарил Бога, потом опустился на одно колено, воздал хвалу своей матери, да, которую он подсознательно ненавидел, да, о чем свидетельствует его ненависть к женщинам. Он перечислил поименно людей, которые были его наставниками и вдохновляли его. И все, что я делаю из любви. Вот это мне очень нравится, вот это вот у них понимание, любовь. Заявил Комс в начале своей 9-минутной речи. Вот кем я стал, и вот что я делаю прямо сейчас. Это такое лицемерие просто с блевотворным вот у меня рефлексом. И дальше он перешел на более мрачный тон и сказал, что несколько лет я был в темном месте. И я должен выразить особую благодарность людям, которые действительно были рядом со мной. Как вы думаете, он реально им благодарен? Да нет, конечно же. И он перечислил друзей, советников, и затем, глядя в камеру, он добавил: Кэсси, за то, что поддерживала меня в трудные времена. Люблю. Он поднял руку, чтобы выразить букву «Л», и несколько секунд молча смотрел в упор, да, в камеру, чтобы опять же передать ей, что ты от меня ушла, а я все равно, я тебя контролирую, ты все равно у меня на крючке. И для обладательницы Грэмми, автора песен Тиффани Ред, подруги Вентуры, которая тесно сотрудничала с певицей в разгар предполагаемого насилия, слова Комса со сцены были насмешкой. Да? Она написала, что это было похоже на травлю. Ты все еще издеваешься над ней, оставь ее в покое. Читаю прям цитату, перевод с английского: оставь ее, блядь, в покое. Потому что она действительно выразилась матом. И Комс и Кассандра, которая Кэсси, да, Кассандра Вентура, бывшая певица его культового звукозаписывающего лейбла Bad Boy, расстались 4 годами ранее, но он все эти годы типа тосковал по ней открыто. Да? Какого хрена они тоскуют, им люди не нужны. Для них он ее бил вообще, как я не знаю кого просто, да, как боксерскую грушу, маленькую, хрупкую девочку. Это то же самое, прям как Бишимбаев, ногами. Он ее таскал, он ее ненавидел, да, он готов был ее уничтожить. Я вообще удивляюсь, как он ее не убил, да, потому что, по идее, ну, она правда должна быть счастлива, что она спаслась. И что он делал? Он открыто тосковал по ней, он размещал ее фотографии в интернете, призывал послушать песню Майкла Джексона «The Lady in My Life», да, вот это вот все. Публично поздравил ее с первой беременностью от мужа. Я представляю, как ее вообще внутри колбасило вообще со страху, потому что знаю, на что он способен. Его комментарии на церемонии награждения были частью модели поведения, да, которая годами мучила Вентуру. Конечно же, это вот такой вот контроль. И источники сообщают, что Вентура, конечно же, была просто расстроена, она была испугана, скорее всего, это перевод, да, когда узнала о вот этом вот его высказывании. И, возможно, это и был такой толчок к тому, что она поняла, что он ее никогда в покое не оставит. Ей нужно просто идти себя спасать. И жертва, которая боится своего вот этого вот агрессора, да, насильника, загнанная в угол, а по факту он ее реально даже 4 года, то, что они не общались, он ее загнал в угол, и она поняла, что либо пан, либо пропал, да, и она пошла и написала на него заявление, потому что в течение 5 лет после разрыва она хранила молчание и надеялась, что он от нее
отвалит. Ну и спустя вот 18 месяцев, в ноябре 2023 года, Вентура подала в суд на Комса, утверждая, что он держал ее в насильственной форме сексуального рабства на протяжении их отношений и насиловал ее, и изнасиловал уже после их окончательного разрыва в 2018 году. И в своем заявлении она сослалась вот на ту самую речь Компса, да, где он говорил о вот этих темных временах. Она написала так, что для мисс Вентуры темными временами были те, когда она провела пойманная мистером Компсом в ловушку жестокого обращения, жестокости и секс-торговли. Она сказала, что жестокие избиения Компса, одно из которых, да, было зафиксировано на видео с камер наблюдения в отеле, полученном CNN в мае, оставили у нее синяки, разбитые губы, синяки под глазами и обширные травмы. И Вентура утверждает в своем иске, что было множество свидетелей предполагаемого жестокого обращения с ней, но они все боялись. Они все боялись. Вспомните Бишимбаева, вспомните его, этого бардана, да, который не мог спасти султанат. Он ходил по отелю, ставил там какие-то цветочки, не мог, возил телефоны, вот эти вот, да, а потом стоял и думал, а что-то мне так много дали, да ему мало дали. Его надо было тоже посадить лет на 20. И в своем иске, вот она что еще пишет, что она утверждает, что начальник службы безопасности Компс и его ассистент начали плакать, когда увидели степени ее травм. Начали плакать, но, видите, настолько запуганные, что ничего не могли сделать. И в своем иске Вентура говорит, что она наконец нашла в себе силы уйти навсегда. И когда Компс ворвался в ее квартиру и изнасиловал ее в сентябре 2018 года, в ночь, когда она встретилась с ним за ужином, чтобы обсудить расставание. Она утверждает, что Компс стянул с нее одежду, напал на нее, когда она ему неоднократно говорила «нет» и пыталась его оттолкнуть. И хотя о том, что Вентура якобы пережила ад из-за Компса, было мало что известно до тех пор, пока она не подала жалобу, в течение их 9-летнего совместного проживания в СМИ, тем не менее, периодически появлялись другие сообщения о вот этом поведении Компса. То есть это вот такая вот удивительно, как они умудряются вот оставаться безнаказанным, да, как они умудряются где-то кого-то подкупить. Но, а с другой стороны, опять же, если аналогия с Бишимбаевым, его вообще осудили, ему дали 10 лет за финансовые преступления против государства в особо крупном размере, и он вышел на условный срок вообще. Ну вот какая-то фантастика. И после того, как Вентура подала свое заявление, еще 5 женщин обвинили Компса в изнасиловании, жестоком сексуальном насилии. 2 из них утверждают, что Компс тайно записывал их сексуальные контакты, а Бишимбаев тоже записывал сексуальные контакты. Он на них мастурбировал. Это для маньяка переходный объект. Да, вот Сливко, педофил, забирал ботинки убиенных мальчиков. Чикатило отрезал органы, брал с собой, чтобы потом, это фетиш такой, да, чтобы фетишировать, и чтобы мастурбировать, и чтобы вот эту свою недоразвитую, вот эту сексуальность детскую, вот эту каким-то образом удовлетворять. Ну, такой извращенец. А этот насиловал, сам себя снимал. И как вы думаете, когда он мастурбировал, он смотрел на женщин, когда, да, как он? Нет, он смотрел на себя. Почему ему нужны были эти записи? Женщину он бы другую мог бы найти. Ему надо было на себя посмотреть, потому что это аутоэротичный нарцисс. Он просто кончал от счастья, когда смотрел, как он занимается сексом с другими женщинами. И, конечно же, он показывал записи другим людям, потому что это эксгибиционист еще к тому же, да, вот эта вот фаллическая сексуальность. А я вам всем сейчас покажу, как я тетку трахаю, посмотрите, какой я молодец. Вот, и
Музыкальный продюсер Родни, Лил Род Джонс, также подал в суд, утверждая, что Комс лапал его гениталии и заставлял привлекать проституток и совершать сексуальные действия для удовольствия мистера Компса. То есть вот такие зверушки, зверушки-веселушки у него там все были. И дальше, что я нашла, вот тоже еще одну статью, там пишется о том, что хотя Компс в конечном итоге и взял на себя ответственность за нападение, запечатленное на видео, на камере видеонаблюдения, он категорически отрицает все другие обвинения против него. И в тот день, когда Вентура подала свою жалобу, он отрицал, он назвал это вымогательством, основанным на возмутительной лжи, да, но это тоже нормально, да, вспомните защитников Бишимбаева, которые говорили, что Салтанат, она такая алчная, все хотят от него денег, и брат там этот бедный, да, который действительно большой молодец, что он добился вот это вообще этого процесса, да, и его тоже там обвиняли в том, что он там деньги собирает, там, что он там алчный, непонятно какой. Ну и вот здесь, конечно же, он ангел, он ничего не делал, просто все от него хотят денег, и вот все на него наговаривают. И Комс редко вообще признавал вину, и он откупался. Он вообще ее никогда не признавал до этого, он просто миллионы раскидывал, да, но, в принципе, это безнаказанность ему и давало, да, там туда 50 миллионов, сюда 50 миллионов, и, в принципе, все нормально. И в этот раз он сделал исключение, потому что так же, как Бишимбаев попался на вот этой записи. И вы понимаете, что самый прикол-то, что и тот, и другой эту запись хранил у себя. Опять же, для чего мужику хранить запись, как он избивает женщину? Ну, если он снял эту запись с камер видеонаблюдения, да, там, стер в этом отеле, так удали ты ее? Нет. А на что он будет мастурбировать? От чего он будет получать удовольствие? Он ее включал, садился и вот эту свою, значит, вот эти свои импульсы через вот эту примитивную сексуализацию скидывал. Потому что там же агрессия, там он ее бьет, и он представлял, как он опять кого-то бьет, да, и вот какой кайф вообще. Я сейчас кому-то делаю больно, психопатам кайфово, они себя чувствуют живыми, когда другому человеку больно. Бишимбаев то же самое вообще, идиот просто, вот конченый идиот, наснимал вот это все дело и хранил у себя в телефоне. Поэтому говорят, что они где-то очень умные, да, умеют манипулировать, такие прям они все там макиавеллисты, но лобные доли недоразвиты у психопатов, да, и вот что-то им, конечно, не дает подумать там, где надо. Ну, а с другой стороны, не может не бояться, да, то есть там другой человек от страха, там, чтобы его не нашли, он там что-то сотрет, этим все равно, им вообще все равно, они же детекторы лжи, как вообще обманывают просто легко, потому что у них вообще там ничего не колышется, у них все ровно, там мертво, там даже ветер не дует внутри, там просто вакуум. И вот эти вот жуткие импульсы, которые возникают, да, от которых нужно избавляться, чтобы вот снаружи кого-то долбить. И что он, значит, да, я был не в себе, я опустился на самое дно, но я не оправдываюсь. Я беру на себя полную ответственность за свои действия на этом видео. Мне противно, да, опять же, вот какая же брехня. И тут же что? Надо же себя жертву состроить, да. Я проходил терапию, реабилитацию, и я искренне сожалею. И это вот здесь, вот, даже в прошлом видео я фильм этот разбирала про психопата, он там тоже пришел. Я на терапии, я сейчас реабилитацию прохожу, пожалейте меня, я ж такой дурачок, у меня такое детство было несчастное, что Бишимбаев там лечился от нарциссизма каким-то образом, непонятно вообще, как его там, это психолог лечила, психиатры вообще, я не знаю, кто не могут вылечить их, да, а психолог лечила. Каким образом, я не знаю, она это делала, но это отдельная история. И здесь то же самое, он ходил на терапию. И каждая четвертая обвинительница в изнасиловании подала иск в декабре уже, да, и 54-летний Компс снова выступил с пылким опровержением. И здесь вообще, конечно, просто хит прям, хватит.
Последние пару недель я молча наблюдал, как люди пытаются очернить мой образ, разрушить мою репутацию, мое наследие. Отвратительные обвинения выдвигались против меня людьми, которые хотели быстро заработать. Знаете, у них как классно? Они все от меня денег только хотят. Они все потребители. А я ж святой такой. Позвольте мне внести ясность. Я не совершал ничего из того, в чем меня обвиняют. Я буду бороться за свое имя, свою семью. Они сразу про семью. Бишимбаев сразу про детей вспомнил, да, которому нахер не нужны были. И здесь свою семью и свою правду. И более чем 300 человек, да, по предварительным, вот сейчас опрашивались, вообще участвовали вот в этом во всем. И из них 50, более 50 согласились рассказать, да, о своем опыте. Некоторые это, правда, сделали неофициально, опасаясь возмездия. Ну, а многие отказались участвовать, потому что действительно напуганы очень сильно. И я пытаюсь оставить эту часть своей жизни позади, сказал один из вот таких вот бывших потерпевших. И те, кто говорил о Компсе, все описывают его как человека сложного, с противоположными характерами, да, но это вот расщепленная психика, да, почему он сейчас может наорать, послать, ударить, через 5 минут прийти, сказать, пойдем кофе попьем, да, или пойдем чай попьем, а что ты дуешься-то вообще, да, а что случилось-то, все же хорошо. И внешне, вот что еще тут интересно, что внешне он выглядит как человек со вкусом, да, щедрый, жизнерадостный, это такая маска, да, маска здравомыслия, но временами глуповатый, я же говорю, лобные доли недоразвиты там. Но коллеги, которые сблизились с ним, рассказывали, что за этим фасадом, за этой маской здравомыслия психопата скрывалось нечто мрачное, угрожающее, отчаянно желающее, чтобы его принимали и восхищались. Да? Это ущербность, внутренняя ущербность. И деньги есть у человека, и уже там власть, и какие-то награды. Но вот это я хочу, чтобы мной восхищались. Нет самооценки, все равно дерьмо внутри. И они должны были использовать публичные заявления о преданности, броские пожертвования. И он хвастался тем, что он любимый брат. И скрывал, конечно же, обвинения в жестоком обращении, которые не раз публиковались. Да. Истцы утверждают, что на вот этих вот вечеринках, да, его белые вот эти вот белые вечеринки, где там все такие, почему белые опять же, да, потому что это непорочность такая, да, он ангел, он просто на небесах сидит там, да, вот позвал, такая все чисто так, все так непорочно, такое реактивное образование, да, когда внутреннюю грязь, вот это внутренняя вот эта вот мерзость, вот это извращение, вот это вот, да, вот это дерьмо хочется скрывать за вот этими белыми одеяниями. И вот он, значит, устраивал их, эти вечеринки эти, заставлял женщин участвовать в оргиях под воздействием запрещенных веществ, опять же запрещенных веществ. Вместе со своей командой набирал женщин, накачивал их веществами, вынуждал их участвовать в сексуальных актах с мужчинами. Некоторые участники после таких вечеринок были настолько измотаны, что их откачивали с помощью капельниц. И 4 мая, вот я нашла интересную такую штуку, что 4 мая Компс опубликовал видео, на котором он стоит на берегу океана, глядя на тропический муссон с раскинутыми руками. Он такой бог просто, да? И в то время как записанный голос его духовного наставника Джейкса гремит: не истеричный, не безумный, не встревоженный, не капризный, но устойчивый во время шторма. А на самом деле все наоборот. И сейчас, конечно же, Компс готовится к борьбе, там у него и адвокат, и все прекрасно, в борьбе за свою репутацию, свое наследие и, естественно, за свою жизнь. И известно, что Компс носит золотой медальон с изображением Лазаря, библейского персонажа, который воскрес из мертвых, и он точно так же свою жизнь, да, когда он говорит «я был в темноте», точно так же свою жизнь ассоциирует с неким
воскресшим из мертвых, потому что внутри он мертвый, внутри психопаты мертвы. И нашла еще очень интересное интервью Трейси Макмиллан, которое, значит, интервью, я вот только не поняла, по-моему, в 2021 году оно было сделано. Что она пишет, да, из разговора с ним, что взросление для Комса означало возвращение к Богу. А ведь на самом деле, если мы возьмем вообще связь психопатов, нарциссов с религией, да, с Богом, они не могут, чтобы кто-то был выше, чем они, потому что Бог – это они сами. Да? Если они будут ниже Бога, они проваливаются в стыд, поэтому они Бога смещают, да? Они сами становятся богами. Поэтому здесь взросление не возвращение к Богу, а воплощение его, значит, Богом уже, да. И дальше она пишет, что у него были голод и видение, но теперь Комс верит, что он приближается к своей цели, от меня к мы у него, да, и непонятно. Вообще он не приблизился от оно к я. Если брать вот по-хорошему, то расщепленная психика, он не приблизился от оно к я, там я нет, там оно. И он говорит так, что у меня пришло осознание, что меня послали сюда. Представляете, магическое мышление? Его послали сюда не просто заниматься такими вещами, которые отчасти основаны на личном успехе. Нет, я выше этого. Какой там нахер личный успех? Но иметь возможность перейти к мы. А кто говорит мы? Помните, мы император, да, там, или мы повелитель какой-то. Ну, полная уже кукуха уехала у мужика. И делает то, что приносит реальные перемены и успех общества. Я не знаю, почему он президент США еще не баллотировался. Может, я что, не знаю? Я чувствую, что Бог послал меня. Бог вложил в мое сердце. Какова твоя цель? Я смотрел на это все, на проповедников и просто разных людей, говорящих о цели, потому что я думал, чувак, цель – это что-то глубокое. Но, конечно, да. И Комс продолжает возвращаться к прежней своей чистоте. Он хочет создать атмосферу, в которой мир будет увлечен. Он снова приглашает меня на воскресный бранч, пишет вот этот вот корреспондент, называя его, вот это вот их пати, вот это, да, где там все перетрахались с наркотиками, называя его примером чистоты, которую он создает в эпоху любви. Он подчеркивает, что он полезен для общества, он создает атмосферу здоровья, и эта атмосфера на высшем уровне. Ну и сейчас, конечно же, вы наверняка все свидетели того, как в сети всплывают десятки фотографий во всех, да, во всех вообще соцсетях со знаменитостями в этих белых платьях, да, которые были на этих прекрасных, чистых, непорочных вечеринках, в купальниках. И эти люди, да, действительно знакомы каждому. И там и люди из кинематографа, из музыкальной индустрии, шоу-бизнеса, Леонардо Ди Каприо, Уилл Смит, Риhanna, Пэрис Хилтон, Джей Зи, Бейонсе, Марайя Кэрри, Памела Андерсон, Ким Кардашьян, Джастин Бибер, Эштон Кутчер, Крис Браун, Хлоя Кардашьян, Дженнифер Лопес, Ашер, Меган Фокс, Дрейк, Пинк, Мэтью Бродерик, Сара Джессика Паркер и до бесконечности, и принц Гарри, и кого там только нет, да, потому что это, конечно же, не полный список. Этот список пересекается со списком Эпштейна, и в целом, да, это белая вечеринка Дизи, и вот тот самый остров педофилов Эпштейна, в общем-то, конечно же, удивляют своей похожестью. Вот, будем следить, чем эта вся история закончится. И что, до новых встреч. Пока.